Всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео — черчение. Будем знакомиться с основами проектирования. На данном изображении вы можете видеть схематический чертеж станка, как он выглядит. Соответственно, что вы можете видеть, это, скажем так, сборочный чертеж или общий план. С другой стороны, вы можете наблюдать его элементы, более, собственно, детальные размеры, какие элементы отдельно что вычерчиваются. В то же время прошу обратить внимание, то что в моем случае каждый последующий элемент, он, скажем так, брался с меньшим форматом. То есть если вот это лист сам А4, то, допустим, вот это уже формата А5, то есть, грубо говоря, делим пополам. Вот вы можете видеть вот соответствующие линии, как бы условно мы поделили пополам. Вот это уже формат А6. Как правило, он используется для всяких таких листов, флайеров и так далее. Но это, скажем так, такой формат редко вообще, где, я помню, встречается. Но я имею в виду в инженерной сфере и тому подобное. Вот. И, собственно, такая моя ошибка, условно говоря. Почему условно? Потому что, сами понимаете, целый лист формата А4 тратить вот на такой элемент, сами понимаете, как-то маленько нерационально. Поэтому в качестве исключения, как бы, учитель разрешил начертить здесь. Нельзя, по сути, даже уже вот такие, как бы, уже нежелательно, потому что меньше формата А4. Но, как сказать, тоже нелогично. Это то, что у меня было в техникуме, то есть вот какие-то основы в институте. Я уже рассматривал этот же вопрос, но более подробно, о чем я, собственно, уже рассказывал, как-то делился своим впечатлением в одних из своих первых видео. Вот, собственно, вы можете рассмотреть, что и как было в моем случае. Вот у меня был редуктор, вот косозубый, вот этот вал у меня быстроходный, но он, если смотреть по зубьям, меньше, чем тихоходный, на котором, собственно, большие зубья. То есть у меня было соотношение, собственно, вы можете увидеть технические характеристики, передаточное число 5, то есть 1 к 5, или увеличение в моем случае на 5. Вот, собственно, в разрезе вы можете наблюдать, какие вот элементы, вот сам корпус, потом здесь вал, вот это подшипники, крышки какого типа, то есть болтового типа. Тоже, собственно, в одном из своих предыдущих видео пояснял, чем отличается болт от винта. Вот масло, тут схематично, я имею в виду, изображено. Вид, скажем так, спереди и вычерчены, скажем так, основные элементы. Здесь вы можете видеть масляный жезл, а не масляный щуп, это в простонародье. А те, кто в данной сфере находится, то есть вот автомеханики, инженеры, правильно называть масляный жезл. Вот какого типа у меня, скажем так, крепление, то есть корпус сам состоит из двух элементов, то есть нижняя часть корпуса, верхняя часть корпуса и как они скреплены. Потом крышки тоже здесь изображено, здесь крышка, ручка, соответственно. Это общий вид, так, технические характеристики, технические требования, да. Потом вот паспорт, как вы можете видеть, какие в моем случае были обозначения и так далее. Потом, значит, переходим к элементам. Да, собственно, что еще тут хотел сказать. То, что вот если будет подобный случай, как у меня, то есть нужно вот из общего чертежа выносить какой-то элемент. Вот сейчас я уже навряд ли так сделаю. Вот мне вот подсказали, не получится. Конечно, маленько корявенько, но вот, можно, во-первых, создать макроэлемент, то есть, грубо говоря, сгруппировать. Вот, но это уже детали, у меня как смысла как такого нет. То есть вы, грубо говоря, группируете. И то у меня почему корявенько маленько получилось, потому что задел маслоудерживающее кольцо. Вот видите, опять резинка. Это неправильно. У меня сейчас маленько некорректно. То есть также Ctrl-C, Ctrl-V. И в рамках данной программы, то есть не сохранять ничего такого, просто Ctrl-C, Ctrl-V, копировать, ставить, и вы переносите уже на новый лист. Вот у меня в данном случае формата А3. Это у меня был
кстати, формата А1. Вот, и, грубо говоря, переносите сюда и даже уже более детально расписываете все элементы. Вот обозначения какие. Вот в разрезе ведущий вал. Так, тоже также заполняется паспорт. Вот втулка, колесо зубчатое. То есть имеется в виду ведущие. Потом крышка. Это, грубо говоря, можно скопировать с основного чертежа и вставить. А вот шкив в моем случае был, скажем так, посложнее. Хотя бы вот в том плане, то, что нужно было вот это, помимо того, что сделать с нуля, потом вот все перечертить. Вот, особенно градусы. То есть, если бы вы чертили бы от руки, это вот как вот, исходя еще вот эти вот градусы, тебе бы высчитывали, очень неудобно. Я даже только не представляю, как от руки, но это очень муторно. Вот, соответственно, еще такая вот рамка, тоже окей. Модель, зубы и так далее, там для расчетов тоже здесь отражать. Это маленько так флешбеки мне поплыли. Вот, но это, как сказать, это достаточно весело и интересно, у кого вот именно интерес к математике и аналитике, кто вот именно цифры любит играть в цифры или с цифрами и так далее. Ну, теперь перейдем к основной части данного видео, собственно. В данном случае я все-таки решу впервые, наверное, сгруппировать элементы и разом вставить. Так, я думаю, будет попроще. То есть вот беру, так, создать макроэлемент, выделать зеленым. И также Ctrl-C, Ctrl-V.
То есть, зачем это делаю? Вот так вот схематично обозначается то, что именно мы как болт, именно как ввинчиваем, вворачиваем. То есть это как метрическая резьба. Вот так вот обозначается, если смотреть в разрезе. Интересный момент. В каком плане? В том плане то, что мне сейчас нужно по чертежу вот эту часть заштриховать. То есть вот здесь. Но как такой штриховки нету. Даже в стандартном. Либо придется докачивать, либо вот ручками, скажем так, дочерчивать. Но это как-то бред. Но вообще штриховку, вот как вы можете смотреть, у каждой штриховки есть свое наименование. Допустим, камень естественный. Давайте ради интереса посмотрим, как он выглядит. Насыпь грунт. Ну, даешь на такой. Это вот дерево. Дальше, что я хочу сказать. Хочу вас познакомить с тоже такой интересной функцией. Называется сплайт по точкам или как сплайт линия. В чем ее функция заключается? Вы можете аннотацию прочитать, собственно, здесь. Что он делает на практике? Это, грубо говоря, прямая, которую можно, скажем так, изогнуть. Чем, собственно, как вы понимаете, точек больше, да, конечно, вот видите, тем вроде бы на первый взгляд кажется то, что вот сложно управлять, но тем не менее линий принимает более желательный контур, чертеж, который вы хотите. Окей, хорошо. Вот сейчас, допустим, меня не устраивает. Взял, поправил. Нежели, допустим, можно было сделать то же самое, но с наименьшим количеством точек, но тогда будет, скажем так, некорректно выглядеть.
На данном моменте, на данном этапе вполне это будет достаточно. Ну и дальше, собственно, что мы делаем? Правильно, заштриховываем. Смотрим, играемся. Ага, снова не подходит. 1,5, ну тоже. Вот 0,5 или единица. Нет, все-таки 0,5 в данном случае будет уместнее. Обратите внимание, то, что у меня корректно заштриховался. Так, а вот здесь наоборот. Опять это много. Скажем так, глаза, скажем так, напрягает. Это неправильно. Вот 1, даже, ну вот 1,5, думаю, в данном случае будет подходящий. То есть тут нужно смотреть, ловить баланс, скажем так, или другими источниками руководствоваться. Ну вот, собственно, что я хотел сегодня показать, рассказать. Это получается у нас именно как сборочный чертеж. Выражены основные элементы поверхностные. А в следующий раз уже будем рассматривать каждый элемент по отдельности, как уже я показывал на примере своего курсового проекта, который я, собственно, сдал на 5. И закрыл данную дисциплину тоже на 5. Поэтому, если есть у кого-то какие-то вопросы, пишите комментарии, давайте обратную связь, подписывайтесь, делайте лайки, репосты. Но в то же время, повторюсь, пишите комментарии, чтобы я знал, в каком направлении, собственно, двигаться. Если, конечно, кто-то смотрел до 7 минуты. Пока что на этом все. Всем спасибо. До новых встреч.